Привет, зрители BTS! Сегодня мы обсудим двух участников BTS – Тэхёна и Чингука. Во-первых, мы обсудим уникального артистичного молодого человека. От мальчика, который любил проводить время в одиночестве на окраине Тэгу, до того, как стать V из BTS, харизматичным вокалистом, необыкновенным визуалом, глубокосердечным артистом. Но за всеми этими сценическими огнями и вспышками камер скрывается история, которая никогда не была рассказана до сих пор. В редкий момент уязвимости Ким Тэхён открывает главу, которую он держал в тайне. Не о своих достижениях на Billboard, не о своем мировом турне, а о своей семье и секрете, который тайно сформировал того, кем он является сегодня. Все началось с вопроса в личном интервью, записанном перед его службой в армии. Тэхёна спросили, что мир не знает о тебе. Наступила пауза. Тишина, он перевел дух, затем тихим голосом сказал: «Я вырос с бабушкой, которая держала всю свою любовь в молчании». Тэхён родился в Тэгу, Южная Корея, в 1995 году. Он воспитывался в скромной семье бабушкой и дедушкой, пока его родители работали в другом городе. Он часто говорил о любви и привязанности своей бабушки, но только с ностальгической улыбкой. Чего он никогда не раскрывал, так это тяжести ответственности, которую несла за него ее бабушка. «Она шила мне одежду своими руками. Она продавала овощи на рынке, чтобы дать мне карманные деньги», — сказал Тэхён. «Я никогда не видел, чтобы она плакала. Но теперь я понимаю, что было много ночей, которые она провела молча, думая о моем будущем». Тэхён вырос в среде, где любовь редко выражалась словами. Вместо этого любовь проявлялась через действие. Когда он начал проявлять интерес к музыке и искусству, его бабушка была единственной, кто верил в него без колебаний. Она уговорила Тэхёна пойти на прослушивание, даже когда им пришлось занять денег на билет в Сеул. «Я помню день, когда я пошел на прослушивание в Big Hit. Он положил мне в сумку рис и сказал: «Это недорогая еда, но этого достаточно, чтобы сделать тебя сильнее». Когда Тэхён спел «Уинтербер», мир увидел его меланхолическую и тоскливую сторону. Когда он написал «Blue Ampersand Grey», мы почувствовали пустоту и поиск смысла. Но теперь мы знаем, многие из его песен — это письма, которые никогда не отправлялись его семье. «Я не очень хорош в разговорах», — сказал Тэхён. «Поэтому я передаю свои чувства через свои заметки». После того, как его признание было опубликовано, армии по всему миру отреагировали эмоционально. Правки фанатов заполонили YouTube и Instagram, на этот раз с новыми смыслами для каждого текста Тэхёна. Один написал: «Теперь я понимаю, почему его голос так трогателен. Он поет о любви, которую никогда не слышали». Другой прокомментировал: «Для бабушки Тэхёна ты свет, который не видим, но никогда не гаснет». Эксперты по культуре подчеркнули, что история Тэхёна отражает реальность многих корейских семей, где любовь часто выражается через действие, а не через слово. В обществе, где открытое выражение эмоций встречается редко, история Тэхёна — это окно в мощную, но молчаливую форму любви. «Моя мать или бабушка, возможно, не говорили «я люблю тебя», — сказал один фанат. «Но они ждали, когда я вернусь домой с теплой едой. Теперь я знаю, что это самая истинная форма любви». С тех пор, как Тэхён стал открытым, он вдохновил многих вернуться домой, не физически, а эмоционально. Многие фанаты звонили своим родителям, писали письма или просто молча плакали, понимая, что они не одиноки. Признание Тэхёна касалось не только его прошлого. Это было приглашение к исцелению, пониманию любви в ее чистейшей форме. Если кто-то услышит мою историю и поймет, что его любят, даже если это никогда не было сказано, тогда этого достаточно, сказал он. Теперь, когда мы видим улыбку Тэхёна на сцене, мы знаем, что за этими глазами скрывается более глубокая история.
Когда он принимает награду, мы знаем, что это не только из-за его таланта, но и из-за того, кто верил в него, когда мир не знал его имени. Он не просто красивый голос. Он не просто танцор или актер. Он живой символ невидимой любви и бескорыстной жертвы. Семье Ким Тэ-хёна спасибо за то, что вырастили того, кто коснулся жизни миллионов. Его бабушке спасибо за то, что поверили в него еще до того, как мир посмотрел. И Тэ-хёну спасибо за то, что открыл свое сердце. Сегодня мы говорим не просто о кумире К-поп. Мы делимся историей мальчика, который выстоял, вырос и сиял благодаря вере семьи, которая любила его всем сердцем. И это свет, который мир заслуживает увидеть. Далее мы поговорим о Чон Чингуке из BTS, Золотом Макне, вундеркинде, перфекционисте. Но за, казалось бы, безупречной внешностью и аплодисментами, которые разносятся по всему миру, скрывается история, которая никогда не была рассказана. Речь идет не о мировых турах, престижных наградах или песнях, занимающих верхние строчки чартов. Это история его семьи и тайна, которая сформировала того, кем он является сегодня. В редкий момент, среди чувства уязвимости, Чингук открывает главу своей жизни, которую он скрывал. Все началось в частном интервью, записанном до его зачисления в армию. Там Чингуку задали простой, но глубокий вопрос: «Что мир не знает о тебе?» Он сделал паузу. В комнате воцарилась тишина. Он сглотнул, на мгновение отвернулся, а затем тихо сказал: «Моя семья, есть кое-что, чем я никогда не делился». Всего лишь с этими несколькими словами атмосфера полностью изменилась. Чингук родился в портовом городе Пусан в 1997 году. Вдали от ярких огней Сеула он вырос в скромной семье, не богатой, не знаменитой. Но то, чего не хватало его семье в материальных благах, они компенсировали любовью, жертвенностью и стойкостью. Его мать была тихой, но сильной личностью, эмоциональной опорой семьи. Его отец – трудолюбивый человек, который брался за разные работы, чтобы свести концы с концами. А еще был его старший брат, фигура, о которой упоминали только вскользь, едва видели. Но в тот день молчание о его старшем брате наконец было нарушено. Впервые Чингук открыто заговорил о своем старшем брате, Чон Чжон Хёне, невоспетом герое своей жизни. «Я всем обязан ему», — сказал Чингук дрожащим голосом. «Когда я тренировался, чтобы стать айдолом, он работал день и ночь, чтобы мы могли продолжать. Я даже не знал, насколько он пожертвовал до тех пор, пока не прошло много лет», — сказал Чингук. Оказалось, что у Чингука тоже была мечта. Он был талантливым аниматором с портфолио, полным собственных творений, нарисованных от руки персонажей, комиксов, воображаемых миров, которые он медленно создавал. Но когда он увидел потенциал своего младшего брата в музыке, он принял трудное решение – отложить свои собственные мечты, чтобы поддержать мечты Чингука. Чингук заканчивает свою историю одной простой, но значимой строкой. «Если я сияю сегодня, то это потому, что есть другие, которые предпочитают стоять в тени». В мире, который часто поклоняется только тому, что на поверхности, эта история – напоминание о том, что за каждой звездой всегда есть другой свет, тот, который может быть невидимым, но именно он заставляет ее сиять. И для Чингука этот свет – его семья –